Друзья, приветствую! После недельной оттепели в начале февраля наконец установилась приемлемая для зимы погода. И по этому случаю я отправился чуть дальше, чем обычно, чтобы разведать новые места для установки фотоловушек. Ночной туман преобразил внешний вид деревьев, подарив каждому удивительный белоснежный наряд. Все-таки природа – лучший художник, и в последнее время она не перестает удивлять. Несмотря на отрицательные температуры, держится такая красота совсем недолго, и уже на следующий день деревья могут иметь вполне привычный вид. Резкое похолодание за пару дней превратило верхний слой снега в прочный наст. Но если по пруду можно перемещаться свободно, то в лесу без снегоступов не обойтись. Животные же за счет скромного веса не нуждаются в специальном снаряжении, и ледяная корка дала им бесконечный простор для маневров. Особенно активными, возможно, в преддверии брачного сезона стали зайцы, следами которых усыпаны берег пруда, опушка и, конечно же, сам лес. Часто по соседству попадались и лисьи следы, но в заметно меньшем количестве. Довольно необычно было увидеть посреди леса незамерзающий островок. Здесь из-под горы пробивается родник, тепла которого хватает, чтобы растопить скудный снежный покров этой зимы. Любопытное место для установки фотоловушки, но лишь в теплое время года, ведь зимой снега животным более чем хватает, чтобы утолить жажду. Здешний старый лес – настоящее раздолье для местных дятлов, ведь множество погибших деревьев обеспечивают неиссякаемый запас насекомых, которых легко можно отыскать в трухлявой древесине. Наконец, ловушки были установлены на приглянувшихся местах, где они будут работать как минимум месяц. О результатах обязательно сообщу в одном из выпусков. Ну а я двинулся к ближайшей камере, которая также трудилась в лесу несколько недель. Свежие следы говорили о том, что без интересных кадров я отсюда не уйду. Первым в списке стал лис, который активно метил территорию в связи с началом брачного периода. Днем оставленная на кусте приманка привлекла внимание сойки, вес которой был самым подходящим, чтобы позировать перед камерой. Место далеко не самое удобное для трапезы, но в холодный солнечный день это была отличная находка, поэтому птица возвращалась снова и снова, чтобы разделаться с трофеем. Однако столь медленный процесс надоел сойке, и она решила применить силу, чтобы стащить лакомство. Конечно, предназначенный для куницы кусок был надежно зафиксирован, поэтому оставалось лишь продолжить обед на неудобной ветке. До недавнего времени сойки не проявляли особой активности, но теперь, похоже, придется принести птицам более доступное угощение. Глубокой ночью камера сработала на появление лисицы, которая быстро нашла, чем подкрепиться. Но настоящей неожиданностью стало появление второй особи, а значит, брачный сезон уже в самом разгаре. Вполне мирно пара занималась поиском пищи, но конфликт из-за еды не заставил себя ждать. В этот период самцы активно преследуют самок, но действительно серьезные сражения случаются лишь между кавалерами. Здесь же, судя по оставленной метке, именно самец испытал на себе гнев противоположного пола.
Но уже минуту спустя лисы, как ни в чем не бывало, продолжили исследовать участок, время от времени активно интересуясь камерой. В период гона лисы теряют былую бдительность и проходят значительно больший путь. К тому же Наст располагает к дальним путешествиям. Еще раз бегло осмотрев поляну и тщательно пометив ее, компания не стала задерживаться и отправилась дальше. Днем сойка вернулась на привычное место, и к этому времени приманка заметно потеряла в объеме, поэтому занятие скоро наскучило птице. С наступлением темноты вновь появился лис, но на этот раз в одиночестве. Вполне возможно, это был другой самец, и он также не упустил шанса оставить метку. Жалкого вида приманка снова попала в объятия постоянного посетителя. Зимой найти пропитание не так просто, и даже остатки былой роскоши по-прежнему притягивают пернатого гостя. А уже совсем скоро с вышеописанной прогулки вернулся я. Но выпуск на этом не заканчивается, ведь уже на следующий день я решил продолжить разведку и пройти еще дальше. Наконец на пути попались лосиные следы. Так я думал сначала. Но отпечатки не были похожи на копыта, а расстояние между шагами для столь крупных животных было слишком скромным. Куда больше след напоминал огромную кошачью лапу. Ноги рыси зимой превращаются в настоящие снегоступы, но из-за недавнего тепла даже столь широкие лапы заметно проваливались в снег. Подтвердили догадки и настоящие лосиные следы, найденные совсем рядом. Куда более беспорядочные и глубокие, они вовсе не походили на обнаруженное ранее, поэтому в присутствии здесь рыси сомнений больше не возникало. Но владения этих грациозных кошек настолько обширны, что неизвестно, появится ли хищник в ближайшее время. Вполне возможно, это тот же кот, который попал в объектив осенью, ведь напрямую до того самого места чуть более 5 километров. Здесь же открытия следовали одно за другим, ведь следы рыси привели прямо к тропинкам бобров, жилища которых я и не надеялся обнаружить. Похоже, зимняя активность грызунов дает о себе знать, поэтому здесь я планирую установить фотоловушку, что, возможно, принесет такие же интересные кадры, как в одном из недавних выпусков. Покинув владение бобров, рысь отправилась дальше. Похоже, заметив потенциальную добычу, она перешла на бег, но невероятно длинные прыжки уже скоро вновь стали обычными шагами. А я продолжил свою разведку, оставив следы кошки позади. Высоко в ветвях мое внимание привлекло впечатляющих размеров гнездо, где в качестве строительного материала был использован даже полиэтиленовый мусор. Любопытно будет взглянуть на эту обитель весной. Чем дальше я шел, тем больше замечал следы активности лосей, которые были здесь не так давно. Пройдя по лесу около 3 километров, я решил закончить свою разведку, ведь интересные места были найдены, а значит, скоро здесь появятся фотоловушки, которые, надеюсь, принесут новые интересные кадры. Поэтому оставайтесь на связи, чтобы не пропустить свежие выпуски. Кстати, у меня появился телеграм-канал, где я планирую публиковать фото и короткие заметки с моих мини-путешествий. Ссылка будет в описании. А на сегодня это все. С вами был канал По следам. До скорого!